Здорово, на связи Рублев. Сегодня хочу поговорить про тренд на беспровод. Беспроводные девайсы, гарнитуры, мышки, клавиатуры, даже зарядки. Сегодня все направлено на то, чтобы работать без проводов. И если пару-тройку лет назад все было довольно плачевно в этом секторе, то сегодня, к примеру, задержка мышек беспроводных может достигать значений меньших, чем у проводных. Также поговорим про 4К донглы и прочее. Садитесь поудобнее, мы отправляемся в мир без провода. А сейчас я рекомендую взять вам что-нибудь вкусненькое, пожелаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. А также досмотрите ролик до конца, там будут реально интересные мысли. Начну, пожалуй, с гарнитур. Прославившие этот сектор на сегодня Logitech G435 и G733, пожалуй, самые популярные наушники на сегодня. Популярные, но не значит, что самые лучшие. Которые беспроводные и с достойным звуком, но и без проблем с радиоканалом, как раз таки по которому осуществляется подключение, не обошлось. Постоянные проблемы обеспечены тем, кто не может решить проблем данного девайса. Остальные же люди, пару раз столкнувшись с ними, допустим, посмотрев мои мануалы, смогут успешно решить все проблемы и все будет работать. К слову, ссылку на плейлист с проблемами G435 я оставлю в описании и закреплю на комменте. Можете посмотреть, если у вас такая гарнитура. Беспроводные гарнитуры — это очень удобно. Встал, можешь пойти сходить на кухню, если дальность радиоканального подключения позволяет, и не надо идти на условной в шуточной форме 100 км дальности от ПК, где подключен свисток. Однако большой минус все же присутствует. Помимо того, что нужно выбрать хорошего производителя, у которого не должно быть проблем с радиоканальным подключением, не должен теряться сигнал, и не должно быть фонения в ушах при использовании. Крупнейший минус, о котором мало кто говорит, это аккумулятор. Действительно, зарядка и ее быстрый процесс — это очень круто, но со временем гарнитура, которая держала заряд 15 часов из-за износа батареи, будет держать заряд 6-8 часов, спустя года 2-3. Условно, опять же, я не привожу конкретных примеров и конкретных производителей, потому что все это субъективно. Есть те, кто сидят за ПК весь день, а есть те, кто не сидят за ПК весь день и не используют гарнитуру сутками напролет. Идем дальше. Клавиатуры. Сейчас появились, они были и раньше, но сейчас популяризировались этой всей темы без провода. Клавиатуры, которые подключаются по Bluetooth либо радиоканалу. Есть еще инфракрасный порт, но это редкое явление в решениях по типу, которые предлагаются для геймеров. Там такое решение крайне редко встречается. Я про инфракрасный порт. ИК-порт, его по-разному называют. Давайте обсудим клавиатуры по беспроводу. Да, это удобно. Однако тут опять же встает вопрос зарядки. Но клавиатуры, в отличие от гарнитуры, когда умрет аккумулятор, можно подключить по проводу и пользоваться одновременно, если это предусмотрено производителем. Бывает, что, к примеру, в тех же беспроводных гарнитурах нельзя одновременно заряжать и пользоваться гарнитурой. Все зависит от того, как это предусмотрел производитель. Идем дальше. Мышки. Мышки бывают также по Bluetooth соединению и по радиоканалу. Для геймеров в топовых решениях по типу Lams Atlantis или коллаборации Dark Project и VGN F1 Pro и F1 Pro Max выбирают радиоканал как способ подключения. Оно и правильно. Оно надежнее, быстрее, лучше и банально позволяет минимизировать задержку. Однако у радиоканала есть и минусы. Главное из них, если потерять свисток или же USB адаптер, то можно забыть про девайс. Однако тут есть и свои исключения, как девайсы от логов, которые снабжены Unify, который в каждом их устройстве позволяет подключиться к новому свистку. К примеру, с мышками это работает именно так. К слову, меня очень часто спрашивали под роликами про Logitech G435, можно ли купить новый свисток, если потерял старый от гарнитуры. Ответ да. Получается, что можно, если в 435 есть технология Unify. Я не терял свисток от своей гарнитуры, я не могу это проверить, потому что новый свисток я не заказывал. Другой минус устройства, работающего на 2,4 ГГц, может приводить к нестабильной работе данного девайса, если он не особо премиальный и есть другие беспроводные девайсы рядом. К примеру, моя Lams Atlantis работает вместе с гарнитурой G435 от Logo. И то премиум девайс. И проблем никаких нет. Скорее они возникают с наушниками, чем с мышью. И это бывает только в крайне редких случаях. Counter-Strike 2 и крайне редко. В других играх я проблем вообще не замечал. Теперь поговорим про 4К донгл. Маркетинг это или же реально инновационная вещь. Это нужно тестировать, и это субъективщина. Но, к слову, заказать 4К донгл можно у тех же Lamzo или покупая мышку от VGN. Там будет вариант с 4К донглом. Нужно ждать полноценных тестов от крупных изданий. Потому что субъективно я не могу сказать, к примеру, об этом. Нужно тестировать, а мне такую мышь пока никто не засылал. Вот такой вот короткий ролик, друзья. Я хотел подискутировать с вами на тему беспровода и успешно это сделал, как я считаю. И намечающихся трендов 2023 года. И изложить мои мысли касаемо данной темы. Если вам понравился ролик разговорного формата, пожалуйста, прожмите лайк и подпишитесь на канал. Я же буду прощаться и всем пока.